Всем привет! С вами снова IG Daily, и кто только к нам присоединился, мы живем здесь, в Германии, 11 лет и делимся с вами впечатлениями и наблюдениями. И тема у нас сегодня сервис в Европе и в Германии. И что же с ним не так? Очень многие наверняка замечали, когда отправляешь имейл в какую-нибудь сервисную службу, ожидаешь ответ, дней так 9, например, и потом тебе приходит имейл, который начинается с фразы «Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение». Так что сегодняшнее наше видео о том, почему сервис в Германии это не баг, это фича. Сначала поделимся своими курьезными ситуациями, с каким сервисом мы сталкивались, чем мы были недовольны. Например, очень часто, когда стоишь в очереди в супермаркете, очередь собирается большая, и немцы не торопятся открывать следующую кассу. Никто не будет бежать, спотыкаясь, и спешить открыть новую кассу, чтобы люди немного стали в другие места, они стояли по 15 человек в одном месте. Они обязательно придут, откроют кассу, но они будут это делать не спеша. Какие у тебя были случаи? Как только мы приехали в Германию, сразу нам нужен был дома интернет, конечно же. И мы тогда немножко неправильно, конечно, сделали сами, потому что у нас был раньше дома уже кабельный интернет, но мы пришли сюда и хотели подключить сразу кабельный. Но только потом я узнал, что у них этот DSL интернет, который по телефонным проводам, он тоже может вам обеспечивать ваши 100 мегабит, вполне их было бы достаточно. Но мы сказали, что нам нужен кабель, именно кабельный интернет, и это все равно было не оптоволокно. И тогда, вы будете сейчас, наверное, смеяться, мы прождали 3 месяца этого интернета. Да. Это было больно. Да, и я ходил уже там и жаловался, они говорят, нет, что у вас есть термины, мастер придет, например, через 3 месяца. И это, конечно, я сразу почувствовал разницу, если у нас там было, например, вы можете день в день сменить провайдера, просто предыдущему провайдеру не заплатите, и все, у вас нет никаких обязательств. А здесь контракт всегда, все довольно сложно, и у вас друг перед другом обязанности. То есть, если он не предоставляет интернет, вы можете разорвать контракт, то есть подать на него в суд и так далее и тому подобное. Здесь это все работает. А вот в автомобильной сфере ты что же сталкивался, например, в сервисное обслуживание? Есть тоже какие-то моменты, которые отличаются? Да, в большинстве случаев, конечно, сервис автомобиля это такое дело, что, например, если вы платите, здесь, скажем так, сервис начинается на любой автомобиль, будь то Peugeot, Opel или еще, прям какие-нибудь обычные автомобили, начинается в среднем ваш сервис с 300 евро. В моем понимании, если вы платите такие деньги, то машина должна быть, она будет у вас внутри, ее попылесосят, после того, как вам сделают сервис. В хороших мойках ее еще и сверху помоют, она будет чистенькая, красивенькая, со всеми бирочками, везде будут штемпели стоять. Но есть и такие фирмы, которые этого не делают. И я тоже с этим встречался, и помню, когда приехал, тоже поначалу не знал, к кому обратиться, просто обратился в самое ближайшее СТО и взял сам масло купил, сам фильтр, пришел, чтобы они просто его поменяли. Так вот, они мне его поменяли, и как делал механик этими руками, эту баклажку брал с маслом, просто, такие от этих рук остались эти пятна, он просто ни на тряпочку не поставил, просто туда внутрь воткнул эту фигню, просто мне на соседние, на коврик соседнего пассажира поставил просто слава богу, фильтр хотя бы не кинул масляный старый. В общем, бывает и такое. Кстати, есть тоже тема, когда вы ездите, меняете колеса, и здесь можете оставить в таком, как на хранение, скажем так. Старые свои и часто здесь тоже не ложат эти в пакетики. В пакетики не ложат не по своей лени, а просто якобы они пакетики из пластика, и они заботятся об окружающей среде. То есть тут двояко. Я же говорю, смотря в какой сервис вы поедете, если вы поедете на BMW, Mercedes, Ford или еще куда-нибудь, там будет все по высочайшему уровню. Но зависит от размера, скажем так, если будет. Но в большинстве случаев сервис хромает. Или, например, в кафе, ресторанах вы не ожидаете, что
за вами будут бегать, услуживать, прислуживать, просто потому что вы клиент. Здесь такого нет все-таки. Или я знаю, что очень многие жалуются, что здесь нет такого выбора цветов, что я в 2 часа ночи не могу пойти купить букет, например, своей девушке какой-нибудь, что ночью здесь все закрыто, какая-нибудь нет доставки, нет круглосуточных магазинов, нет аниматоров, например, для детей, когда организовывают детские дни рождения. Здесь не принято делать праздник с аниматорами в целом, да, или, например, в торговом центре нет детской игровой комнаты. Многие считают это как минус, но у меня есть немного другая точка зрения по этому поводу, о ней я расскажу позже. И все-таки все вот эти разговоры о том, что в Германии нет сервиса, они не без основания. Конечно, это чувствуется, может, кто-то хотел бы получать сервис более высокого качества или в целом больше. И на это есть причины. Давай обсудим причины, да, в первую очередь. Да, ну, как бы не только в Германии, в целом в Европе нету. А если вы поедете в Америку, то там сервиса нет. Если еще здесь, можно сказать, что есть сервис в Америке? Знаешь, в Америке как раз-таки, мне кажется, сервис очень напрямую зависит от количества денег, от места. Ну, да. Если они есть, то есть сервис. Нет. В Германии одинаково для всех. Вот это и в Европе одинаково для всех. Есть, нет денег у тебя, каждый воспринимается как клиент на одном уровне. Но все же причины есть для, скажем так, отсутствия сервиса, по мнению многих. Первое – это монополия многих банков, фирм каких-то. Взять тот же интернет. По сути, интернетных провайдеров тут не так много. Ну, 2-3, да, наверное. Телеком, Vodafone, и все равно все от них так или иначе завязаны. И если ты от них уйдешь вдруг, у них очередь из других стоит, они не особо-то потеряют в своей выручке, если ты от них уйдешь, и они не спешат по этому поводу. Следующая причина – это в Германии сильные профсоюзы и работник защищен законодательством. Если, например, официант плохо обслужит клиента, его никто не уволит на следующий день. Он знает, что он защищен, он знает, что его не уволят сегодня, завтра из-за того, что кому-то что-то не понравилось, либо в каком-то сервисном центре. Это достаточно строго здесь регламентировано, поэтому работники чувствуют себя защищенными, и они не стараются поэтому работать. Ну, не совсем. Они просто хорошо выполняют свою работу, но не экстра из-за боязни, что их уволят. Третья причина – это менталитет и подход. В Германии намного важнее их точность, чем доброжелательность, скажем так. Им очень важно выполнить свои задания по инструкции, а не просто угодить клиенту, например. И в этом плане, даже когда ты приходишь как клиент и говоришь, что вот, я спешу, давайте что-нибудь быстрее там сделаем, часто это будет восприниматься как, не очень... не то чтобы профессионально, не в этой точке зрения, это будет как невоспитанно, допустим, восприниматься. Они скажут, подождите, вы должны были запланировать время на это, поэтому сидите спокойно и ждите очередь, как и ждут все остальные, например. Да, у меня тоже был случай, мои знакомые хорошие, они открыли здесь строительную фирму. И эта строительная фирма, в общем, очень хорошо развивалась, они строили частные дома. И все было хорошо, тоже начались, я уже смотрю, там уже начали на крутых машинах ездить, потому что их можно лизинг брать рабочий и так далее. Ну и потом в один момент я смотрю, что они приезжают уже на обычных автомобилях. Я говорю, еще не понял, а где ваши Мерседесы, Ауди и так далее. Все, говорит, закрыли фирму. Короче, рассказал историю, что они как-то построили дом, и причем не один дом, а несколько. Но они берут тоже подрядчиков, которые, например, с Восточной Европы, а именно были это с Польши. Так вот, история была такая, что они строят дом, то есть, и приходит, например, другая фирма, которая занимается, делает котлы, делает там теплый пол и так далее. Ну и, в общем, весь дом построили, сдали, и потом получилось так, что газовый котел отвалился со стены. Ну и, конечно же, кому звонят? Фирме, которая ставила газовый котел. Конечно. Фирма приезжает, смотрит на схему, и какие дюбеля взяли и все остальное. Они говорят, да нет, тут все правильно, нашей ошибки здесь нет. Вот места, вот дюбеля, такой дюбель, вот так-то вбить, такое отверстие, все здесь четко. В общем,
наняли оценщика. Оценщик пришел и сказал, что бетон, в который был вкрученный этот котел, не соответствует стандарту, по которому был в плане дома. И дом подлежит сносу полностью. Из-за того, что они сделали, не такой консистенции, этот бетон, когда делали там основания и так далее. И, в общем, конечно же, там через суды, через все остальное пришлось подавать на банкротство и все остальное. Это в плане того, за ответственности, почему именно здесь, конечно, здесь больше качества, чем вот эта любезность фальшивая. Количество или какие-то супер быстрые сроки для определенных клиентов и так далее. Да. Они все делают по форшрифтам, то есть все как прописано, все по инструкции обязательно должно быть. Да. И поэтому и из-за этого, конечно, затягиваются сроки. И на самом деле потом, например, если мы берем во внимание или в пример эти дома, которые строятся, эти дома будут стоять потом 60, 70, 100 лет. Здесь бывают очень сильные ветра, сильные ураганы, в целом в Европе и в Германии тоже. И эти дома стоят, у них не улетают крыши, как вы смотрите, например, там типа в Америке, там даже, просто ураган прошел, да, и даже без смерча, и там уже крыша улетела, дом улетел, потому что у них там, немножко бетона в основании, все остальное деревянный дом, гипсокартон. Оно и строится поэтому там за 2-3 месяца. Здесь, конечно, дом не строит 2-3 месяца, здесь вам будет только фундамент, например, потом будут 1,5 месяца ждать, пока он высохнет, и все это здесь, в принципе, очень в среднем где-то год надо, чтобы построить дом по всем правилам. Но, я же говорю, будет у вас очень качественный дом, который простоит десятилетиями. Даже больше. У нас вот в центре дома из 1400 года, они 600 лет стоят уже на минуточку. Понятно, что их модернизируют, делают ремонты, но они стоят. Мы лично жили в доме, в который Да. был 1900, по-моему, 4 или 8 года постройки. И он очень хороший дом еще был. Да. Понятно, там нужен косметический ремонт, менять сантехнику периодически, но в плане там крыши, стен, основания у нас абсолютно никогда не было проблем с ним. Да. Всегда все было очень четко. Следующая причина. В Германии очень четкое распределение обязанностей и ролей. Мы как-то упоминали это в одном из наших видео по поводу работы, что немец никогда не выйдет за пределы своих обязанностей. То есть то, что у него написано в должностной инструкции, скажем так, то, что он должен выполнять, он это и делает, не больше. Потому что больше ты уже не отвечаешь за это, ты не можешь нести ответственность за то, что ты, по сути, не делаешь. И они этого не делают, они очень четко знают, за что они отвечают, за какой объем работы. Если вы только начинаете работать в Европе или особенности в Германии, то вам надо четко, чтобы ваш работодатель прописал, что вы конкретно делаете, за что вы отвечаете. Чтобы это были ваши границы, за которые вы не должны. Потому что наш человек привык, ему говорит, а сделай это, он делает, а сделай это, а он делает. Он умеет, не умеет, он берется за это, потому что ему сказал начальник. А тут надо четко понимать, потому что здесь образование очень узкоспециализированное. То есть это образование отличается от нашего, да, что у нас там просто от А до Я начинается. А здесь оно просто вот у тебя есть А, Б, В, и ты конкретно знаешь, ты в них профессионал абсолютный, и ты по ним двигаешься, потому что когда ты не можешь знать от А до Я, ты можешь знать только какой-то определенный участок. Конечно, Хорошо знать. От А до Я только поверхностно. Да, поверхностно знать, а здесь именно глубоко, если копнешь, то ты именно знаешь. Согласна. Поэтому возьмите себе на заметку, если вы еще не начали работать. А если мне не верите, спросите у других. А теперь давайте посмотрим на этот вопрос со стороны немцев. Они скажут, что это неплохой сервис, это уважение к себе. Когда мы только приехали в Германию, меня очень удивил тот факт, что во многих кафе и ресторанах официанты не все какие-нибудь молодые студенты. Часто это могут быть мужчины и женщины около 50 лет. И, конечно, они не будут бегать и постоянно у вас спрашивать, все ли у вас в порядке, услуживать вам. Это вполне взрослые, зрелые люди, которые, если они не хотят улыбаться, они не будут. Они просто будут честны с вами, они вас хорошо обслужат, но на этом все. И, как мне кажется, как я уже сказала в самом-самом начале, что в Германии сервис – это не баг, это фича. Это особенности немецкого менталитета.
Сервис есть там, где они считают, что он важный. Он не там, где это просто какие-то лишние хотелки, как я упоминала уже, например, про круглосуточные магазины или про цветы в 2 часа ночи. Они подумают, ну кому нужны часы, кому нужны букет цветов в 2 часа ночи? Это лишнее, это хотелки просто. Никто не будет стоять и продавать, не спать ночь для этого. Но у них есть, например, другие классные штуки. Вот я вчера была на приеме у зубного врача. В туалете у них стоит набор одноразовых упакованных зубных щеток, зубная паста. То есть, если ты пришел на прием к зубному врачу после работы, например, ты мог зайти в туалет, почистить зубы и потом пойти уже с чистыми зубами на прием. Или в кабинете у женского врача. Там тоже будут абсолютно все гигиенические принадлежности для женщин бесплатно. Или у нас есть магазин, сеть магазинов DM, который называется. Это магазины хозтоваров, где продаются порошки, различные шампуни, моющие средства. И в каждом из этих магазинов есть пеленальный столик, в котором расположены памперсы всех размеров для детей. Там стоят бесплатно влажные салфетки, крема, присыпки. То есть мама может прийти с малышом и полностью воспользоваться всем этим бесплатно. Также ты у них можешь взять, пользоваться бесплатно моющим пылесосом. Ты у них покупаешь чистящие средства, и они тебе дадут моющий пылесос там, на пару дней пользоваться. Это полезный сервис, тот, который нужен и который упрощает жизнь. Или еще один случай, например, был, когда у нас дочка была маленькая, около 4 лет, мы попали с ней в больницу. И остались там на ночь, нас оставили, чтобы пронаблюдать. Понятное дело, что в больнице есть детская комната со всеми разукрашками, игрушками. Более того, к нам зашла медсестра и спрашивает, а хочет ваша дочка сделать какую-нибудь поделку? Она согласилась. Мы пошли в эту комнату, и работник, персонал, достает такую большую коробку с цветной бумагой, со всякими ножницами, клеем, блестками, показывает различные поделки, говорит, выбирай, что ты хочешь сделать. И вот они сидели вместе с этим работником и часто что-то вырезали, делали какой-то цветочек, аппликацию очень интересную. И после этого, что мне очень запомнилось, там через несколько месяцев или год даже, например, там у дочки заболел живот, к примеру, я спрашиваю, ну вот смотри, давай подумаем, как ты себя чувствуешь. Сейчас немножко подождем еще, посмотрим, как будешь себя чувствовать, или поедем в больницу. И она говорит, нет, мама, поехали в больницу, там столько поделок можно было классных сделать. То есть это оставляет приятное впечатление для ребенка. И я считаю, это намного важнее, чем аниматоры. Почему здесь нет аниматоров на день рождения? Немцы не любят лишнее... Потому что это кринж какой-то вообще. Немцы не любят лишнюю трату денег, чтобы другие люди развлекали твоего ребенка. По сути, когда твой ребенок приглашает друзей на день рождения, им не нужны никакие аниматоры. Их пригласи в зоопарк, пригласи в аквариум, пригласи покататься на лошадях, детям уже будет интересно вместе друг с другом. И это намного полезнее, чем просто кто-то их будет развлекать, показывать какие-то там трюки и так далее, фокусы, да. И более того, когда один раз ты сделаешь ребенку такой праздник, устроишь масштабный, потратишь на это кучу денег, ребенок будет сравнивать с этим. Он будет хотеть потом в следующий раз опять такое же, опять такое же. То есть постоянно придется тратиться, чтобы их развлекали. По мнению немцев, и я с ними абсолютно согласна, детям это не нужно. Дети должны уметь развлекать себя сами, и день рождения должен проходить полезно. Очень часто на дне рождения здесь, например, они тоже делают поделки. Мама покупает какой-нибудь очень простые наборы, вот, например, разукрасить какой-нибудь пенал, то есть такой пустой пенал кладут всем детям, их там человек 7, может быть, фломастеры, они разукрашивают и уносят это как маленький подарочек вместе с собой. Здорово. То есть, по моему мнению, сервисы есть в Германии, и он очень такой направленный, который улучшает качество жизни, который действительно нужный. Не просто хотелки, которые, скажем так, показывают, что у вас есть деньги, да, а те, которые действительно улучшают наше качество жизни. Согласен? Да. Ну, все равно я бы хотел, конечно, чтобы сервис был более приветлив, особенно если я захожу в какой-то ресторан и кафе и оставляю там кучу денег, то хочется, чтобы это было как-то взаимно, и чтобы я понимал, за что я заплатил, и все-таки должна быть ответная реакция от
заведения. Я не говорю, что это везде так. Вот у нас был в Брауншвайге, мой любимый там итальянский ресторанчик, пиццерия, скажем так. И там была, например, одна итальянка, она была такая не очень приветливая. И был один, ну, немецкий, Мужчина. ну как официант, да. Причем и это был самый вообще приветливый официант, которых я вообще встречал где-либо. Я всегда ему оставлял деньги, потому что он всегда приветливый, классный, всегда там детям по чупа-чупсу принесет. Ну супер было, знаешь, супер позитивный человек. И с таким, конечно, приятно общаться и приятно возвращаться в это заведение. Ну, может, если не он, то я бы, может, и не возвращался, но благодаря ему он да, лицо этого заведения, скажем так. И было видно, что он очень любит свою работу. Ему было сколько? Около 50 лет, наверное, ему было. То есть он был в возрасте, и он с каждым клиентом общался очень... Не знаю, он каждому находил просто какой-то свой подход. Они поговорят о какой-нибудь прошлой футбольной игре или, не знаю, о погоде, еще о чем угодно. Но вот он был всегда супер приветливый. И было видно, что это искренне у него было все. Ну, как я же сказал, да, хочется больше конкуренции между кафе, между автомобильными СТО, между провайдерами, между фирмами, которые строят дома, которые делают ремонты, которые делают сантехнику. Ну, то есть конкуренция, она рождает все-таки этот сервис. И почему в восточноевропейских странах это все так развито? Потому что вы одним днем можете открыть фирму, одним днем эту фирму закрыть, вы ни за что не ответственные, и вы просто можете демпинговать эти цены. И, соответственно, чтобы к вам кто-то возвращался, вы можете сказать: блин, ну я могу вот столько сделать цены, потому что вы вчера эту фирму открыли, у вас никого нету, у вас даже, может, нету обученного персонала, который это умеет делать. Но вы очень любезны были, вы очень недорого это предложили, и здесь так это получается. Также это все про парикмахеры, про людей, которые делают маникюр. Здесь, конечно, чтобы быть парикмахером, у вас должен быть мастер, чтобы открыть СТО, у вас должен быть мастер. То есть ты не можешь пройти курсы 3 месяца и открыть свою 3 парикмахерскую месяца открыть, салон. например, там, или там, губки накачать и все остальное. Это вообще как бы... Медицинское образование для этого да, нужно. медицинское образование нужно, да, потому что это уже вы как бы можете нанести какой-то вред. Ну и да, если, конечно, говорить про губы, то я очень много видел, кому там реакция какая-то была не такая на этот филлер там или еще что-нибудь. Это, конечно, опасно, и может начаться такая реакция, что человек может даже умереть, да, и поэтому в обязательном порядке здесь, кто работает, например, с так называемыми ботоксами, его аналогами, они должны медицинское образование иметь, и я это полностью поддерживаю. Потому что эти люди здесь действительно несут ответственность. И они отвечают за ваше здоровье. Да, потому что если что-то случится, вы не можете сказать: это не я, это вот там препарат. Да, вот клиент вот, просто подаст на вас в суд. Да, просто подаст на вас в суд. Все последствия. А страховка за вас не будет перенимать, потому что страховка спросит: хорошо, а вы имели образование, чтобы этим заниматься, например? Или вы там колесо на машине не прикрутили, или неправильно прикрутили, ну, образно говоря. И оно отвалилось, человек на автобане на 200 влетел и разбился насмерть. Вас никто не будет спрашивать, из-за чего это произошло. Сделают экспертизу, проверят, было ли ваше СТО сертифицировано, работники обучены, вы были мастером. Если нет, то даже страховка вас. Тут все застраховано. И ваша страховка скажет: ну нет, мы тогда не будем перенимать. Почему это? Ты пошел на такое уголовное дело уже сам по себе. Ну, вас, конечно же, посадят. Не будет, здесь ни вы ничем не откупитесь никогда в жизни. Скорее всего, попадете в тюрьму, и вас просто конфискуют ваше имущество и переведут его пострадавшей стороне в денежном эквиваленте. И на этом все закончится. Все очень просто. Хорошо. Какие мы дадим советы по поводу сервиса? Наверное, не ожидать много. Не ожидайте сервиса, не ожидайте вкусной еды. В принципе, в Европе, конечно, это такое под вопросом. Кроме, наверное, Испании и Франции, то, в принципе... Италия. Ну, да. Я имею в виду, а в Германии так то вообще можно за вкусную еду забыть. Ну и за сервис, да, не ожидайте, что человек, вы ему платите деньги, и он вас будет целовать, бегать во все места, вряд ли такое произойдет. Он просто тоже человек, он работает на такой же работе, как и вы на своей работе работаете. Если вам кто-то будет на вашей работе хамить, там, или вы, конечно, не будете улыбаться ему, скорее всего. Но... И уважать нужно любой персонал, даже обслуживающий. Да. Неважно, сколько у тебя денег, здесь все равно все равны в этом плане. Так? Это не значит, если у тебя доход намного выше, то ты
выше по статусу и имеешь право как-то Да. по-другому обращаться. Как с человеком. люди Здесь приехали, этого нет. вот здесь в воскресенье ничего не работает. Ну да, ну вот, например, встаньте на место этого человека, да, к примеру, вы хотите повезти ту же машину в воскресенье обслуживать, потому что у вас в воскресенье выходной, и у вас есть время в воскресенье ее отвезти и поставить, чтобы она у вас в понедельник работала. Но этот человек тоже работал всю неделю. Он тоже имеет право Он на тоже выходной. имеет право на выходной. И Тоже провести его с детьми, не да, своей семьей. со своей семьей. И вы поставьте его на свое место и спросите себя, за какую сумму готовы вы этим заниматься в воскресенье. И в воскресенье здесь будет тариф сразу, 100% тариф к вашей зарплате. То есть если обычно вы там в день зарабатываете, у вас зарплата, грубо говоря, там 100 евро, то в воскресенье уже эта зарплата обязана быть 200. Конечно же, будьте терпеливы. Если нужно решить какой-то вопрос, звонить не всегда самый лучший вариант. Лучше написать имейл, например, да, придется подождать, но вам придет ответ письменный, четкий и с решением. Да, и на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте колокольчики, чтобы вы узнавали о видео самыми первыми. И если вам где-то понравился сервис в Германии, делитесь с другими. Об этих местах должны знать все. Всем спасибо. Пока. Пока.